Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Что вас ждет в ближайшие 3 месяца? И мы возьмем с вами период июль от сегодняшнего дня, когда вы нашли и смотрите это видео, август, сентябрь и октябрь. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, как события ближайшего будущего. Оставайтесь со мной. И, мои дорогие друзья, мы продолжаем наш прогноз на 3 последующих месяца. И у нас 3 колоды, соответственно, июль, август и сентябрь. Давайте рассмотрим. Перейдем сразу к нашему прогнозу, не тратя время. Что же нам выпадет на июль? Каковы энергии июля в целом? Что нам раскроют карты? Какова энергия месяца? Те дни, которые нам остались. Это у нас колода ангелов-хранителей. Восьмерка Земли нам говорит о том, что вообще это карта инструкции, детализации, работы. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Может быть, не все так однозначно, но тем не менее, возможность заработать деньги, будем говорить, или определить, где вы работаете, если это для вас актуально, если вы намереваетесь строить карьеру или менять место работы, или вы добавляете как бы и еще один вариант заработков, может быть и пассивный доход, или вы что-то изучаете. Уделите внимание, в принципе, деталям. Если даже это ваши личные дела, к примеру, это могут быть документы, это вложения ваши как бы энергетические для того, чтобы решить какой-то вопрос. У кого-то это может быть вопросы, связанные с жильем, и все то, что где-то движимое и недвижимое имущество, отчасти мы тоже можем свести к финансам, может быть, составление документов. Вот, тогда карта это будет говорить «детализируй». Но рядом нам выпадает семерка, тем не менее, мечей. Это есть, может быть, и наше сожаление. Эта карта говорит о том, что была какая-то, возможно, нечестность, как и в отношении вас. Но, может быть, и вы, мои дорогие овны. Все же неоднозначная карта, особенно в этой колоде, она нам говорит и о том, что мы тоже можем признавать собственные ошибки. И у нас двое детей изображены. На этой карте, обратите внимание, девочка и мальчик. И почему-то у мальчика 5 яблок, а у девочки всего лишь 2. И девочка свернулась вот так одиноко на скамейке жесткой. И тем не менее, хоть и маленькая девочка, но она уже воин. Вот этот меч, который она достала из ножен и приготовила, она спит как воин, можно сказать, она готова к любому развороту событий. И мы можем быть хоть в лице мальчика, хоть в лице девочки. Обратите внимание, в этой колоде карт не в каждом аркане присутствует значение ангела. Здесь он прорисован. Это имеется в виду как благословление своеобразное. Есть возможность, нам как высшие силы дают возможность правильно оценить нашу роль в какой-то, может быть, даже в чужой игре. И тогда мы должны прозреть. Или, может быть, какой-то застой или длительно затянувшаяся какая-то история. Вот здесь тоже нужно расставить все по местам. Но, с другой стороны, мы ведь тоже можем случайно для себя обнаружить, что мы были неправы. И тогда вот это значение ангела дает возможность помириться. Но переложите вот это значение именно на свою жизнь. Будьте искренни сами с собой, потому что если мы даже на чем-то настаиваем и не рассматриваем альтернативный вариант, может быть, нас никто и не собирался обманывать, будем говорить. Ведь не секрет, что семерка мечей, иногда мы ее трактуем как карту вора, карту обмана, карту манипуляций. Хотя в этой колоде здесь, так немножечко по-другому. Здесь есть всегда альтернативный вариант, как в нашей жизни. Не все однозначно. Может быть, и есть просто конкретные люди и у кого-то по работе. Не нравятся они нам. Я такое допускаю. А тем не менее, это какая-то ключевая персона. И какой-то конфликт, совершенно вам не выгоден. И тогда, пусть это и не очень красиво звучит, можно назвать это мудрым решением, можно назвать манипуляциями, да? Давайте будем откровенными сами с собой. Но на данный период времени вот лучше нейтралитет, или, как говорят в народе, худой мир лучше доброй ссоры. Кто-то может и такой момент для себя, как открыть заново. И я должна сказать, что на июль месяц важным, наверное, для вашего знака зодиака будет не расширять дистанцию конфликта.
Здесь все встанет на свои места, это совершенно точно. И поэтому где-то быть готовым признавать собственные ошибки или, может быть, сложилась какая-то обстановка как данность, опять же, и нам нужно искать компромисс, мои дорогие, будьте готовы к компромиссу. Здесь, знаете, если в отношении вас была какая-то нечестность или в отношении вас была проявлена какая-то несправедливость даже, да, 20-й старший аркан. Вообще, это карта возрождения, мои дорогие. Но мы называем это страшный суд. Суд вовсе не страшный, имеется в виду карта возрождения, когда мы избавляемся от боли, избавляемся от страданий. И, может быть, мы тут и где-то будем тоже корректировать наши планы или, скорее, стратегию, потому что восьмерка пентаклей конкретно, инструкция тут буквально так прописана. Ну, значит, либо того требуют обстоятельства, либо того дела требует какое-то конкретное решение. И даже если мы говорим о какой-то несправедливости, с одной стороны, эта несправедливость нам, ну, может так и казаться, я это допускаю, потому что иногда мы находимся прочно в рамках своих предубеждений. А у нас Уран в Близнецах, ломаются все шаблоны. И то, что мы себе надумали прежде, тут тоже может перестраиваться невольно. И нам приходится реструктурировать некоторые темы. Вот, скорее всего, вы будете заняты, мои дорогие любимые овны, тем, что, ну вот знаете, как ухватить жар-птицу за хвост. Не наломать дров раньше времени, да, не употребить свою силу и, может быть, не согласиться на то мероприятие, которое в конечном итоге ни к чему не приводит. Хотя я не исключаю, что вам подвести итоги-то вот и как раз захочется. Но значит, это знаете, как открылись глаза. Даже если нам приходится продолжать, к примеру, давайте возьмем банально, продолжать общение. Пусть это касается коллег по работе, соседей каких-то или ключевых персон вашей жизни. Может быть и личная жизнь. Почему нет? Может быть пересмотр по части дружбы, вашего окружения. Но, видимо, мы понимаем, что этих людей мы не исключим из нашей жизни. Либо есть еще какое-то взаимодействие, и, может быть, нам что-то не нравится. Но правда, вот она открывает нам глаза и где-то нас останавливает, говоря о том, что да, это ты на какой-то период, на какой-то момент. Ты сейчас, ну, даже если ты не соглашаешься с этим, ты просто, знаете, вот так холодным умом понимаешь, что вот я сейчас эту не переломаю, не перекручу эту ситуацию или историю. А если я начну упорствовать, я себе могу просто-напросто навредить. И тогда 20-й старший аркан говорит, тут все закончится в свое время, вот где-то, как прописано в небесных скрижалях. И с одной стороны, если что-то пытается само как от вас оттолкнуться и уйти, это по этой карте не удерживайте. Не устраивайте себе глубокую философию. Максимально, наверное, вот эта детализация или инструкции для себя. Может быть, и пересмотреть надо какую-то свою стратегию, тактику. Нам советуют это карты. Не все так однозначно, но все равно то, что должно быть завершено, оно и близится к финалу, мои дорогие. И королева мечей, посмотрите, нам буквально говорят, блистайте. А если мы про холодный ум, а это как раз карта и интеллекта. Того человека, который, может быть, и прежде много чего благодаря своей силе, внутреннему упорству совершил. Но, подводя итоги, понимает, что ну не во всех, наверное, вопросах следовало активничать. И теперь это настроено себе, не навредить. Королева мечей всегда в классических колодах, ну или в большинстве, это ведь где-то прообраз Юдифи. Как известно, отрезала так отрезала. И я могу предположить, правда? Тут хочется вот именно от чего-то отказаться, подвести под знаменатель. Быстрее, может быть, мои дорогие, сказать кому-то «да нет», «да», или «не хочу больше этим заниматься». Но вот где-то сдерживают вот так по-мудрому обстоятельства. Но на какой-то период времени вы можете принять Соломоново решение, потому что этого требует ситуация. Но это, опять же, повторюсь, на какой-то период времени. Может быть, и хочется пронаблюдать за чем-то, но уже у вас есть новый план. Вы уже, в принципе, знаете, что вы или в каком направлении хотите двигаться. По пажу, а пажи, любой паж– это прилежные ученики. И паж жезлов– это мы уже готовы чему-то учиться. Или мы готовы
Ну, как участвовать в каком-то новом мероприятии, имеется в виду даже ваше собственное. Мы понимаем, с другой стороны, что слабоваты мы в какой-то теме. И перед тем, как нужно ввязаться, да, в какой-то процесс, нужно детализировать, изучить. И вот мы возвращаемся к первой карте. Но ведь эта карта тоже где-то выздоровление, приток новой жизненной силы, активности, энергии. Когда мы верим в себя, и в то же время мы понимаем, что у нас хватит сил справиться с любой ситуацией. Но девятка жезлов опять же говорит, и в герметической колоде Таро, это карта великой мощи, силы. Но ангел нам стоит и говорит: ты подожди, ты еще пока не торопись. И нам показана девушка на карте, кстати, она довольна собой. Раньше был вот этот забор из 9 жезлов, а теперь она понимает, что ну да, как может быть и был период какого-то застоя. Или вы где-то интуитивно, мои дорогие овны, можете чувствовать, что на самом деле лед тронулся. И пусть я сейчас пока не вижу, что ну вот резкие какие-то перемены, но, может быть, знаете, как преломление реальности или эфира, вы можете чувствовать, у вас будет великолепно работать интуиция до конца июля. Самое главное, не спешить, себя не подгонять и не пришпоривать. Когда мы на полном ходу проносимся, да, или начинаем какую-то активность, обязательно больше ошибок совершаем. Здесь не в скорости, не совсем в скорости дело, а, видимо, мы должны правильно оценить обстановку, обстоятельства или, самое главное по этой карте, куда вы будете прилагать усилия. Вот это великая мощь, великая сила. Она должна быть, знаете, точечно, дозирована, вами определена, в каком направлении, на какой глубине, да, вы будете, к примеру, углубляться в конкретный вопрос, углубляться в отношения, на какую дистанцию. Вот такие важные вопросы. Вы готовы действовать или что-то продолжать? Когда вы готовы, ну, может быть, и взять свою мечту буквально, потому что по 20-му аркану здесь как раз возможности сводят вас к какому-то пункту, когда начинают постепенно сбываться ваши мечты. Но ведь это важно прочувствовать, понимая, что это не завтра мне буквально манна с небес упала в руки вот так вот, да? Нет, тут мои последовательные, поступательные одновременно действия, такие неспешные, меня приводят, по сути дела, к победе. Поэтому карта нам говорит: у тебя уже все готово, но пока не спеши. Аккуратные шаги. Сделал один шаг, осмотрись, отдышись, Овен, и проанализируй, что люди говорят, что вокруг тебя происходит. Вот такой нам дает совет карта. И тогда мы себе точно не навредим. В итоге вы получите какой-то очень хороший эквивалент. Вы себя поблагодарите, что вовремя, может быть, нейтрализовали конфликт. Ну и, к примеру, это полезно хотя бы тем, что нет недругов. Правда, мы можем перевести даже людей из разряда сомневающихся или из тех людей, которые, ну, где-то думали или были о нас одного мнения. Здесь вы можете сломать шаблон о себе самом, и вам это будет буквально помогать. Или в конечном итоге вы вот так вот осмотрительно будете видеть, что же вам вообще помогает. Или на что вы будете соглашаться, туз жезлов – это и решительность уже в последующем где-то к концу месяца, может быть, июля, и одновременно, знаете, решимость уже чем-то заниматься, и первые действия, больше активности, сила ваша нарастает. Но всему свое время. Об этом нам говорят все карты. Я хочу достать на сферу достижений, нам уже сказали. Давайте спросим: любовь и личная жизнь. Каковы энергии? И у вас есть человек или есть буквально какая-то любовная история, а для тех, кто один или одна, тоже где-то не торопитесь. Пусть нам выпала карта работы, но личная жизнь – это тоже работа. От того, как двое сумеют договориться и смотреть в одном направлении, зависит наше качество жизни. Вот будьте внимательны, но энергия – это карта любящего человека, это где-то карта и альтруиста, мои дорогие, чувствительного человека, который не все оценивает с позиции материализма или меркантильности. Это тот, который умеет искренне любить. Как и в вашем окружении может быть такой человек, или вы можете с ним познакомиться, я этого не исключаю, но тогда не настаивайте, понимаете, на своем. Может быть, вы встретите человека, или он уже есть,
но он не такой, как вы. Он в других энергиях может быть. И злоупотреблять, может быть, и не стоит, а для кого-то семерка мечей будет говорить о том, что кто-то будет либо пытаться с вами помириться, либо такая возможность есть у вас. Но, по крайней мере, по личной жизни доброй энергии. Давайте мы достанем карту совет, как будто вы сами себе из будущего даете совет. Какой совет вы себе дадите на июль? У тебя проходит трансформация. Будь мудр. Может быть, тебе придется от чего-то быстро отказаться, что-то переиграть. Обратите внимание, мы называем эту 16-го аркана карту башня. Вот именно башня и символизирует больше разрушение. А в этой колоде именно трансформация, перестройка какая-то. Перестройка как ваших собственных намерений, целей, ожиданий, может быть и обстановки, может быть где-то это и старшие арканы всегда говорят, что на нас влияет еще, ну, буквально, может быть, то, что мы слышим в средствах массовой информации, или какая-то общая такая глобальная ситуация в мире. Тут ведь очень многое зависит, в каком пункте вы находитесь именно сейчас. У кого-то это будет связано, допустим, с работой, да, и изменения по месту вашей либо службы, работы или одновременно по вашему бизнесу. И есть взаимодействие в целом, когда приходится учитывать, ну, глобальную, может быть, даже и политику, я такое могу предположить, но мы на этом не останавливаемся. Политику мы не обсуждаем на нашем канале, но карта может просто свидетельствовать именно о внешних событиях. Но для кого-то что-то подобное и в личной жизни. И меня смотрят люди из разных стран. Поэтому да, тут мир меняется, и нам с вами довелось прожить в эпоху перемен. Обратите внимание, песочные часы говорят, время идет. И по этой карте мы не должны куда-то опоздать. Ведь эта карта тоже тут конкретно прописана. Освобождение, мои дорогие. Поэтому, может быть, и ангел буквально берет человека за руку и словно выводит вот из этой башни, которая через какое-то время будет разрушена от попадания молнии. Вам куда-то и не опоздать. Но, видимо, знаете, тут не совсем со спешкой или не совсем так вот рывкообразно, а интуицию слушайте или анализируйте, что происходит вокруг вас. Здесь, наверное, будет какой-то до конца июля очень важный пункт в вашей судьбе, когда вам нужно будет правильно сориентироваться. Где-то карта говорит, доверься голосу мудрости, что подсказывает твоя душа. Или переложим, говорим, что это ангелы вам дают совет. Учитесь разговаривать со своей интуицией. Но какое-то перемены, это карта перемен и освобождения. Но вот бабочка, которая нам показана на камне рядом с песочными часами, мало того, что время идет, но какой-то процесс, да, вот как в физике, эффект бабочки – и те процессы, которые были запущены прежде, или как маховик истории, который мы, может быть, даже не видели, но он был уже запущен, может быть, и сильными мира сего. Мы только теперь и в последующем будем видеть в конкретность ситуации, как это развивается, какое влияние это оказывает на нас. Вот будьте готовы, это у вас на июль. Давайте мы узнаем, мои дорогие овны, что же нам карты скажут на август? Что для вас на август? Опять же, какие энергии? Ну, здесь сама карта говорит о эмпатии, о гармонии, о благоденствии, в целом благополучии. Может быть, ее личная история или просто когда вам приходится решать вопросы, связанные с личной жизнью, семьей, может быть, и с перемещениями, или как решение вопроса о месте пребывания вашего, или жилищные какие-то темы, неважно, где вы находитесь. Может быть, это как и встреча с конкретным человеком. Но личная жизнь, вот с нее как бы основной лейтмотив, наверное, августа месяца. Приготовьтесь к тому, что возможности, конечно, есть. Карта любви, карта эмпатии, карта благополучия и где-то денежного достатка. Но все же кубки говорят о том, что какая-то радость будет у вас. Это правда радостное событие. Что-то вам будет нравиться. Причем по рыцарю жезлов это карта неожиданности, это карта скорости. Поэтому какая-то история может начать развиваться, как с новыми энергиями, да?
энергиями взаимопонимания. Или когда вы важные разговоры по личной жизни проведете друг с другом, и даже если были какие-то минусы или, может быть, были ссоры, ну почему нет? Жизнь прожить, говорят, не поле перейти. И в личной жизни тоже очень сложно. Встречаются, опять же, два разных человека. И мы не должны друг друга воспитывать или где-то настаивать на своем. Но человек другой, он тоже в другом воспитании или он по-другому воспринимает этот мир. Но вот как мы сумеем найти вот эту тонкую, неуловимую связь между нами двумя, как мы сумеем это объединить, чтобы смотреть в одном направлении, от этого напрямую зависит качество личной жизни. Может быть, это у кого-то, ведь эта карта будет говорить, к примеру, вам нужно решить какие-то вопросы по документам, не теряя времени, Овен. Если складывается в какой-то день августа обстановка такая, что тебе нужно переключиться, занимались вы одними делами, вопросами, составили себе, может быть, какой-то план, но здесь буквально либо информация какая-то врывается в вашу жизнь, или обнаруживается, открывается какая-то, может быть, и тайна, или просто вы что-то узнаете и понимаете умом, да, вот если бы я сейчас этим занялся, то это было бы самое время. И поверьте, вам не кажется, лучше что-то оставить, может быть, даже из какой-то рутины или того, что вам привычно, пересмотреть, где-то варианты своих планов вам придется менять. Вот именно, может быть, даже мелкие детали, потому что будут те вещи, когда нужно отложить то, чем вы занимаетесь на данный период времени, и переключиться на что-то более существенное. Почему? А потому что времени нельзя терять. Ведь по рыцарю жезлов, да, это, с одной стороны, элемент неожиданности всегда, но рыцарь готов. Вообще это драйв. Это то, что вам должно понравиться, мои дорогие. Но и как возможность не упустить. Может быть, это будет связано с приездом человека к вам. Или при вашей поездке куда-то. У кого-то это может быть точно так же и с документами связано. Вот август тут как будто, по крайней мере, первые три карты нам больше заявляют именно дела сердечные, любовь, личная жизнь. Не на последнем месте, а на первом. Принцесса Пентаклей – это карта, которая, как прилежная ученица, мои дорогие, в этой колоде карт принцесса – это как паж. Мы говорим пажи, прилежные ученики. Но здесь у нас Пентакли. И поэтому это уже вот нам добавляет какую-то историю, может быть, которая у вас развивалась с июля месяца, и теперь вы будете что-то либо пересматривать, либо, я бы сказала, даже доразвивать, продолжать, но уже с новыми энергиями, концепциями или видением каким-то вашим, более свежим, таким независимым взглядом. Очень перспективная карта, но если мы понимаем, что мы делаем в чем-то первые шаги, или мы на что-то решаемся, то мы должны быть очень внимательны. Двойка мечей может, с одной стороны, нам подсказывать, не повтори какой-то конфликт. С другой стороны, не введи себя в какой-то тупик. Ты чего-то действительно можешь не знать. Тебе нужно не настаивать, по крайней мере, в чем-то в августе. Вот примите этого внимания к сведению. Неважно, чего касается. Может быть, у кого-то и личная жизнь, а тут еще и вопросы работы, заработков присоединяются. И вам... Ну, тоже, наверное, где-то продолжить вот те энергии, которые в июле вам помогали, да, вот себе не навредить, мы говорили долго на эту тему. Основная концепция именно такая, и куда-то не опоздать. Вот здесь вот тоже, знаете, все как бы имеет и плюсы, и минусы. Но договориться или нейтрализовать конфликт, посмотрите, вы можете. Двойка чаш будет говорить и о помощи человека, который вас любит, к вам искренне, опять же, без меркантильности относится. Где-то вас будут поддерживать. Но карта еще говорит, ты не поссорься как раз с теми людьми, которые тебя всегда поддерживали. Не настаивай. Не думай, что вот именно твое мнение, оно абсолютно точно. Пройдет время, возможно, ты тут сам еще раз увидишь, что ну нет, обстоятельства изменились. И, кстати, мои дорогие овны, королева кубков – это ведь у нас человек, который очень интуитивный. Вам словно пространство, вселенная, высшей силы. Вот рядом карта трансформации может послать того человека, который вам будет говорить, ты знаешь, вот, и причем по-доброму это будет говорить.
Нет, тут вот, мне кажется, обстоят дела не совсем так, как ты видишь, а это немножко может получить другое развитие или закончиться как-то иначе, совсем не то, что вы предполагаете. Мои дорогие овны, услышьте голос разума. Вполне вероятно, вот эта холодная голова для вашего блеска, для вашего триумфа, она вам совершенно необходима. Рассматривайте все варианты. Ладно, с чем это еще связано? У вас на кону, посмотрите, как и помощь высших сил. Ну, наверное, вот этот ангел, шестерка пентаклей, это карта как и финансового успеха, это еще и возможности, это поддержка конкретного человека. Может быть, как по части финансов, ну, точно так же вы можете, к примеру, какие-то договоры важные заключить кто-то, да, или важный разговор с руководителем, если вы работаете по найму, или пусть это будет касаться какой-то темы, которая связана с вашими близкими, родственниками, или, опять же, одновременно с недвижимостью, с домом, местом вашего пребывания. Ведь это шикарная карта. Это сама по себе карта возможностей. И правда она говорит, и тут будь внимателен. По части финансов не очень нам тут рекомендуют так направо-налево тратить деньги, потому что карта напоминает, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Что на личную жизнь, любовь нам, хотя нам тут все об этом сказали, посмотрите, башня, не разрушь что-то. Вы, словно мои дорогие любимые овны, представьте, вы канатоходец. Вот правда, нечего сказать. И вам обязательно, пусть даже 2 шага, вот по этому канату, который, ну, может быть, как на высоте, а может быть и над пропастью натянут. И у вас сильная позиция, вы можете пройти. Но здесь могут и как люди на вас воздействовать, могут, знаете, какие-то и новости. Тут ведь надо холодную голову иметь, да, и то, что мы слышим, перепроверять. Часто тому, что мы слышим первый раз, а последующие приходят какие-то обратные сведения. Так вот, то, что мы сначала слышим, не обязательно нужно на 100% верить. Опять же, перепроверяй. Словно держи вот этот самый баланс. А если кто-то пытается на тебя воздействовать, к примеру, даже настаивая на чем-то, вот тут будьте аккуратны. Не оглядывайся где-то назад. По сути дела, если мы про канат, это как не смотреть вниз, не смотри в какую-то пропасть. И где-то прошлое, это ведь тоже можем говорить как пропасть. Ты уже там все сделал, все, что мог. Поэтому как ситуация, как опыт, безэмоциональный, это можно оставить и нужно. Потому что мы не найдем старые грабли, мы не попадем вторично в какую-то уже заранее мы знаем как будто минусовую ситуацию. Но, видимо, вот эти 2 шага пусть, или сколько там у кого, у каждого по-своему пройти эту башню нужно. Или вот этот путь, пусть это будет даже маленькая дистанция, и чего-то не разрушить. Вот интересно, да, с чем это связано? Рыцарь мечей, бунтарь без причины. Вот такие энергии. Ведь посмотрите, много доброго. Но, видимо, вы ведь императоры, мои дорогие овны, неважно, кто меня смотрит, мужчины или мои дорогие любимые девочки. Но карта, да, если мы о Таро говорим, овну соответствует именно император. И хочешь или нет, а все равно вот эти энергии, они срабатывают. А мы знаем, император – это когда есть 2 мнения, мое и неправильное. Будьте мудрыми императорами. Здесь ведь, понимаете, когда мы находимся в предубеждении, тут какой-то шаблон ломается, что соответствует Урану. А где-то, кстати, ретро-Плутону. И вполне вероятно, Плутон в Водолее, он тоже ломает шаблоны, будь здоров как. Причем в основном это те прежние шаблоны или наши убеждения, они тоже видоизменяются. И даже если мы были в чем-то абсолютно убеждены, но вот где-то обстоятельства жизни могут так нас заставить что-то пересматривать, как будто это сделать необходимо. Вы знаете, у вас подобная энергия и на работу, и одновременно на личную жизнь. И когда мы вот в этих предубеждениях, если мы об императоре, будьте мудрыми императорами. И если вы видите, что какая-то словно башня, башня иногда это прообраз как самой системы или каких-то, ну, как законы меняются, например, да, система иерархии меняется. Вот вам нужно идти в ногу со временем. Поэтому не ставьте перед собой
догмы или каких-то рамок. Будьте гибче от начала до конца, и холодная голова вам помогает не пойти, допустим, по пути конфликта или не согласиться на какое-то заведомо минусовое дело. Порой царю мечей бывает такое. Или если вы сталкиваетесь даже с человеком, иногда, к примеру, это по работе могут прийти проверяющие. Они тоже с предвзятым, да, каким-то ну, отношением к вам, как все проверяющие, никуда не денешься. Но тогда у вас добрая энергия, ну, уладить какой-то конфликт. Вам как будто высшие силы помогают. Но ведь здесь иногда проходят и те люди, которые через лесть, наоборот, говорят то, что нам вроде приятно слышать. И мы думаем, да, с нами согласны, да мы 3 раза правильно поступили, или мы 3 раза в чем-то правы. А мы не замечаем, что это человеку может быть выгодно, и через лесть он пытается на нас воздействовать. Не все так однозначно. И карты, и июля, и августа вам об этом говорят. Итак, мои дорогие, и ведь это в совет вас самих. Карта башни выпала на июль из будущего. Давайте мы на август. Ваш совет самому себе или самой себе из будущего. Верховная жрица. Про интуицию. Про то, что мы умеем хранить молчание. Что не все так однозначно, я только об этом говорила. Всегда между двух колонн. Черное и белое, да? Это как в тени и то, что на свету. И то, что мы, или то, что нам демонстрируют, или мы видим, оно все равно обусловлено какими-то запущенными процессами, которые, они как за кулисами. Наша задача их увидеть. Первые карты это была Ля Папеса. Если мы немножко оглянемся в историю, это пусть это факт обсуждается, всячески популяризирован, буквально и книги, статьи и фильмы даже есть на эту тему. Мы на этом не останавливаемся, но все же Ля Папеса, она была, присутствовала в лоне католической церкви много веков тому назад, правда, не очень долго. Это была женщина, которая скрывала, что она женщина именно, и тем не менее ей это не помешало добиться такого высокого сана. Потому что она умела хранить молчание, мои дорогие. Вот вам собственный совет. Храни молчание. Здесь пока не все так однозначно. И, скорее всего, вы будете менять еще мнение. Менять не раз тактику. Или, может быть, в течение августа вам самим придется меняться. И этого требуют обстоятельства. Давайте посмотрим. С заходом на сентябрь, мои дорогие, что же тут нам подскажут карты. Итак, каковы же энергии сентября? Развернула я карты так вширь. Нужно было более убористо. Итак, что же за энергии? Вы знаете, честно говоря, не хочется даже доставать карт. Потому что раньше говорили, солнце выпало, иди, у тебя все хорошо. Правда? А лучше это всегда враг хорошего. В аркану солнца это когда не то, что наши даже мечты сбываются. Будьте аккуратны. Опять же, нам где-то карта про эго, да? 2 месяца мы об этом говорим. И эта карта, мы должны свои причесывать, может быть, свою энергетику или свои эмоции. Карта эго нам говорит, что будут эти эмоции рваться наружу. Но нам как и интуиция, как и холодная голова, так буквально нам это помогает, потому что 2 башни, даже какие-то перемены и те процессы, которые вам поначалу могут казаться, да вообще, я не знаю, как поступить, или что вообще вокруг происходит, а они для вас словно ломают какую-то реальность и расчищают путь. Вот представьте себе так. И если вы оттолкнетесь от этой мысли или хотя бы допустите, вы поймете, что хорошо, прежние шаблоны не работают, что-то ломается. Так мне теперь нужно отстроить свое благополучие, детализировать что-то, место своего пребывания или мой дом, моя крепость, может быть, и правда для кого-то это будет необходимо уделить внимание месту, где вы находитесь, или решить даже какие-то очень серьезные темы по части вашего жилища, одновременно и работы, и личной жизни для вас, мои дорогие. Все важно. Почему? Карта Солнца выбора правильного направления. И карта говорит, это еще от этой даты, мы смотрим сентябрь, прибавьте 6-8 месяцев. И это будет продолжение активное тех процессов, которые вы запускаете, начиная с июля.
Есть какая-то взаимосвязь, но это для вас открывает новые горизонты и новое качество жизни. Мы не достаем карты, вот так вот мы энергии не смотрим, солнце нам говорит уже обо всем, но мы посмотрим на личную жизнь. Опять нам выпадает девятка жезлов, и где-то, я уже говорила по этой карте, да, вам она выпадала, вот. И можете, если вы не прослушали внимательно, можете отмотать. Вот, видимо, закладывает ваш будущий успех, уже энергии закладывают, которые находятся в июле. Вот когда вы смотрите это видео, если именно в июле, вам себя нужно очень правильно сориентировать в отношении, к примеру, того, что не все так однозначно, и жизнь, она не делится на черное и белое, а есть еще какие-то полутона. Или даже если я с чем-то или с кем-то не согласен, но, опять же, не все однозначно, и поэтому скоропалительные выводы мне могут помешать. Но и с другой стороны, карта ведь нам говорит, посмотрите, девушка как будто собирается, вооружилась одним жезлом, она приготовилась, она как будто проверяет мысленно, все ли она взяла с собой в это путешествие, для того, чтобы сделать какой-то правильный первый шаг. И карта говорит, вот она сейчас из этого забора опять же выйдет, из какого-то периода ограничений. И пусть она делает этот первый шаг, но вот как по рыцарю жезлов, тысяча еще неопределенностей и неожиданностей, но вы уже берете какую-то стратегию или вы для себя маршрут определяете, что я иду вперед, хоть камни с неба. И я готов или готова к любым неожиданностям. Но карта дает совет. Сделал шаг и осмотрись. Поэтому нам ведь 2 месяца говорили о какой-то волшебной истории любви, мои дорогие. И точно, у кого-то это будет выход из одиночества. Тройка жезлов – это карта будущего. И поэтому для тех, мои дорогие, у кого отношения в паре, у вас есть возможность как и острые углы обойти, может быть, и принять Соломоново решение, договориться или проговорить откровенно и без нервов какую-то тему, правда. И вместе вот словно, очень, кстати, 2 карты отчасти похожи по энергетике. Объясню сейчас почему. Так вот, вместе не одному, а уже вместе с кем-то, может быть, продумать траекторию на будущее. Может быть, более серьезные отношения перевести в новый ранг, изменить свой статус. И это мы говорим с учетом аркана Солнца. Ваши планы могут 6-8 месяцев касаться. Эти обе карты похожи тем, что как в девятке жезлов этой колоде, девушка, закрыв глаза, как будто определяется, она готовится сделать этот первый шаг. И здесь ведь по тройке жезлов тоже проверяет, все ли она взяла с собой в путешествие, перед тем, как вот сейчас эта волна подойдет, и она куда-то отправится. Будьте внимательны, тут уже будущее, вот конкретно карта выбора правильного направления. Как и направление, как и с кем мы. Какой совет вы сами себе даете из будущего? Умеренность, старший аркан. Видимо, не все будет однозначно. И пусть не в этой колоде, опять же, к историческому факту хочется немножко оглянуться. Что такое умеренность? Иногда говорят из пустого в порожнее, а тут нет. Тут вам ангелы помогают, буквально, мои дорогие, высшие силы. И эта умеренность, она вам нужна для вот этой холодной головы. И если мы про исторический факт, кто смотрит мои видео давно, уже неоднократно слышал. Но очень много новых зрителей на моем канале, поэтому я повторю. И надеюсь, моих дорогих подписчиков на понимание. Так вот, это далекие годы, много столетий тому назад, король франков династии мировингов воюет с готами, и он со своим войском был зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была неминуема. Ну, наверное, на то он был и король, когда он умел себя взять в руки. Вот для чего нужна эта умеренность. Это холодная голова, это не горячность. Горячность, она, это, как знаете, наш внутренний какой-то импульс, когда мы готовы, мы чувствуем в себе силу. Но как применить эту силу? Тут надо это хорошенько подумать. Вверху у нас и вообще 2 девятки, и тут ведь тоже подумай, все ли ты взял. Так вот, казалось бы, другой бы опустил руки, но только не Хлодвиг. Он прогуливался вдоль берега Рейн, и он знал, что маленькие цветы желтого цвета,
ирис, болотный ирис. Эти цветы растут на мелководье. Он обратил внимание, что они растут вдоль берега и уходят вглубь реки. И поскольку он знал, что, ага, раз цветы вглубь реки, он предположил, а не переправиться ли мне с войском вброд? Сумасшедшая идея, правда, мои дорогие овны? Но он так и сделал. Он спас и себя, и войско. И на сегодняшний день вот эта болотная лилия, вот эти маленькие желтые цветы, мы знаем как символ, который употребляется, он очень важен во многих религиях мира. Флёр де лис, геральдическая лилия. Так вот, вам это холодная голова и умеренность. Это ни разу не из пустого в порожнее. А вы можете, знаете, как его величество случай, а вверху аркан солнца. Не случайные случайности могут быть в сентябре. Не упустите чего-то. И вам нужно будет, возможно, как этому Хлодвигу. Это вы ведь сами себе даете этот совет. Ну, по крайней мере, так задумано, такой сюжет нашего расклада. Поэтому переложите вот эту историю на свою жизнь и заручитесь вот где-то и хладнокровием тоже, или холодной головой, холодным мышлением, интеллектом, по сути дела. Ведь в этой колоде королева мечей в первую очередь это интеллект. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.